Привет! В этом видео я попросил своих подписчиков со всего мира, которые изучают русский язык, записать короткие видеоролики о том, что они делают во время карантина. И это не какой-то хайп там и политика или еще что-то, просто маленькие кусочки из жизни людей. Кто-то сидит дома на карантине, кто-то путешествует где-то на яхте по морям, кто-то поет песни Цоя. И, дорогие подписчики, спасибо вам большое за эти видео. Мне было очень приятно посмотреть на вас, и это было очень здорово узнать вас поближе. Давайте посмотрим видео. Всем привет! Меня зовут Брэди, я изучаю русский в течение 3 года, и это моя история карантина. Поехали! К счастью, я живу в Огайо, где мы в настоящее время только на ограниченном карантине. Тем не менее, люди не часто выходят на улицу, чтобы не рисковать своим здоровьем. Всего 6 месяцев назад я инвестировал в студию звукозаписи, но из-за никто не выходит, я теперь использую для себя. С начала карантина я участвую в конкурсах и пытаюсь больше сотрудничать с музыкантами в интернете. Обычно, когда я иду на прогулку, я иду по дороге около моей квартиры в лес. Дорога идет в холм с видом на мой город. Я благодарен за то, что был помещен на карантин рядом с такой красивой природой. Привет, Макс. Меня зовут Грег. Я живу в Манчестере, в Англии. Мы можем гулять 1 раз в день, ходить в магазины. Так, что я делаю во время карантина? Я перестал смотреть в новостях, и каждый день я изучаю русский в основном, и я играю на пианино. Я начинал каждое утро с твоим подкастом. Да, я стою в душе и слушаю тебя. Привет, как дела? Я девушка из Канады, и я хочу показать вам, что канадский буреальный лес и пейзаж очень похож на русский пейзаж. Я очень счастлива, потому что весна пришла. На этой неделе снег тает, и теперь я могу прогуляться по лесу. Когда я хожу по природе, я просто улыбаюсь. Спасибо. Пока-пока. Привет, чувак! За мной у нас есть много глаголов, смотрите. Класс, да? Что делаю во время карантина? Хороший вопрос. Так как спортзал закрыт, я занимаюсь спортом дома. Гантелями из воды. Раз, два, ха! Когда карантин начался, я решил практиковать говорить по-русски. С тех пор я каждый день читаю на русском языке. Я слушаю все подкасты Макса. Я также смотрю украинские и российские фильмы и сериалы. Мне особенно очень нравится «Слуга народа». Но, честно говоря, мне уже надоел этот карантин. Я думаю, что меры изоляции слишком абсурдны. Карантин не надо. Я жду не дождусь, когда все это кончится. И все будет нормально еще раз. Пока-пока. Привет, Макс, я огромный фан. На карантине я ищу новые интересные виды с анимацией русским языком. Например, играю на гитаре и пою песни группы кино и записываю видео этих. И ты можешь их найти в моем инстаграме, но предупреждаю, что я не умею петь. Второй вид, я сделал аккаунт в русском Тиндере, и 40 красивых девушек мне добавили. Думаю, что я довольно экзотический для вас. И оказывается, что одна девушка чемпионка мира на гимнастике. Вау! Друзья, всем привет! Я Антхау, но меня чаще зовут Аня или Кики. Сегодня я хотела бы рассказать вам, что я делала на карантине. У нас был карантин 10 дней. Тогда я много спала, занималась русским языком каждый день и много разговаривала с мамой по телефону.
У нас в стране ситуация уже тяжелее, но мы находимся далеко от столицы, поэтому пока нормально работаем. И я теперь изучаю английский и русский параллельно. Я больше уделяю время слушать подкасты и повторять за диктором, потому что я понимаю, что я еще не хорошо говорю по-русски. Я очень хочу в отпуск, чтобы посетить дом. Всем здоровья, пока-пока! Всем привет! Привет, Макс! Меня зовут Милан, я из Австралии. Сейчас я живу в Киеве во время карантина. Сейчас здесь, чем я занимаюсь, я ничего занимаюсь. Я думаю, что сейчас... Что ты хочешь делать? Это там. Я катаюсь по городу сейчас. Ну вот, во время карантина много людей на улице, не знаю почему. И много машин тоже на улице. Куда они едут, я не знаю. Всем привет! Меня зовут Анна. Я из Италии, и я живу в Вероне. Это очень красивый город. Как я провожу время на карантине? Это очень просто. Я преподаватель, и поэтому я работаю в интернете. Еще я снимаю видео. У меня есть маленький канал на YouTube для итальянского языка. Это все. Пока-пока. Привет, меня зовут Матильда, я живу в Женеве, Швейцарии, и во время коронавируса, во время карантина я не должна оставаться дома, я могу выходить, и каждый день я хожу в парке. Я провожу время в парке, я читаю, я загораю, я учу русский, я слушаю твои подкасты. Это очень-очень-очень красивый парк, и напротив это очень красивое озеро, много-много цветов и много людей сегодня. Жизнь прекрасна. Я не хочу возвращаться на работу в офис. Для меня во время коронавируса это как быть отпуск. Я очень-очень-очень рада. Пока-пока. Всем привет, меня зовут Робин, я студент из Австрии. Я сейчас на карантине, потому что университет закрыт. Конечно, мне очень жаль, что я не могу встречаться с друзьями или просто ходить на уроки, но все-таки у меня все в порядке. Я живу в маленькой деревне, у меня большой сад, поэтому я наслаждаюсь очень хорошей погодой и я читаю много. Итак, я надеюсь, что у вас все хорошо. Пока-пока. Здравствуй, Макс, привет из Словакии. Как ты видишь, я не дома. Это мой офис. Я 3 дня в неделю работаю. Но если я не работаю, то я дома готовлю, потому что я живу с внуком и сыном, и они все голодные. Когда моему внуку было все 10 лет, он мне сказал: «Бабушка, я тебе скажу стихотворение. Любовь приходит и уходит, но кушать хочется всегда. И вот поэтому выходит, что в жизни главная еда». Привет, друзья! Меня зовут Михаил, я из США. Я уже учу русский язык 8 месяцев, и в карантине я пытаюсь изучать русский язык как минимум 4 часов. И, конечно, я много смотрю видео Макса, чтобы улучшить мое слушание. Давай! Привет, меня зовут Маркус, я сейчас на Антигуа. Антигуа — это остров на Карибском море. Я здесь путешествую на парусной лодке. Вы знаете, на итальянском карантин значит 40 дней, потому что раньше, во время чумы, когда приехал корабль, морякам было нельзя выходить на берег. Ну, я сейчас тоже на карантин, но посмотрите, в каком красивом месте. Я люблю рисовать.
Привет. Мы играем в саду. Добрый день. Привет, Макс, привет всем. Я, как, наверное, многие в это время, много читаю. Конечно, не все это. Теперь у меня Анна Каренина, довольно длинная книга, но теперь же идеальное время для длинных книг. Я пишу мой дневник. Много слушаю музыку, например, Аэростат. Кстати, Макс, большое тебе спасибо за твой совет. Я очень люблю Аэростат. Это мое любимое радиошоу. Мы готовим еду. Например, я вчера испекла шарлотку. Это такой яблочный пирог. Я теперь у родителей моего парня. Его мама вчера шила такие прекрасные маски. О, здесь собака. Конечно, я очень много изучаю русский язык. Всем привет! Привет, Макс из Калифорнии. Я Матthew. И на карантине я обычно сижу дома, конечно, работаю за компьютером. Но раз в день я гуляю в лесу, как я сейчас делаю. И кроме этого я начал научить играть на пианино, почему нет. И вчера я сам стригся первый раз. Ужасно, не знаю. Окей, спасибо, пока. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Ал. Я живу в Израиле. Я занимаюсь спортом на карантин. Я сделаю отжимания. И еще я ухаживаю за кошкой. Вот взгляните на нее. Она самая-самая. Привет, Макс. Привет всем. Я живу в Риме. На эти дни карантина я обычно сижу дома и работаю на компьютере. Иногда я хожу за продуктами и я занимаюсь русским языком. Пока. Привет с Чешской Республики. Я Петр, я учусь в гимназии и теперь я в карантине. Это может звучать странно, но я в некотором смысле этому рад. Я мог сделать вещи, которые я бы иначе не сделал. Я начал играть на гитаре. Я пробежал одновременно 20 километров. Я много читал и нашел канал Макса. И самое важное, что мне хватило времени просто посидеть и подумать. Конечно, есть и отрицательные стороны. Моя мама должна была сделать мне прическу. И, честно говорить... Привет, Макс. Меня зовут Кейс, я из Голландии. Сейчас в Голландии тоже, конечно, бывает карантин. И мне кажется, что мы здесь нормально живем. Я, например, очень нравится карантин, потому что у меня есть семья. И мы троем дома. Я из дома работаю, женщина тоже из дома работает. И да, мне нравится. Только ситуация, наверное, зависит от того, как человек видит эту ситуацию. И мы позитив, поэтому мне нравится, наверное. Пока, спасибо для подкаста. Привет, меня зовут Паула, я из Бразилии, и я психолог. Поэтому в карантине я много работаю. Я также занимаюсь йогой, медитацией и, конечно, изучаю русский язык. Но я надеюсь, что все здоровы. И спасибо. Пока. Макс, меня зовут Кэти, я живу в городе Луивилл в США. Сегодня мы были на карантине более 1 месяца. В нашем городе болеют 920 человек от коронавируса. И 77 уже умерли. Это почти 8% тех, кто болен. Для нас карантин – это серьезное дело. Привет, Макс, привет всем подписчикам. Меня зовут Федерико, и я сейчас нахожусь в одном городе недалеко от Венеции. Короче говоря, по поводу того, чем занимаюсь в свободном времени, я часто играю на гитаре, часто играю разные песни, но прежде всего песни Цоя.
Ну и насчет карантина, буквально неделю назад правительство наше разрешило людям выходить на улицы, но только при том, что они носят маску и перчатки. И я думаю, что это бессмысленно. Привет, Макс. Чем я занимаюсь в этот карантин? Я делаю ручную работу, я пою, я слушаю музыку, я немножко тренируюсь, много ем, и каждый день я разговариваю с другом из России. Привет, я Мира из Чехии, из Karlových Var. Karlovy Vary – это город-курорт. И здесь такая ситуация с коронавирусом, что закрыта граница, и в городе никакого иностранного гостя, закрыты школы и рестауранты, и дальше магазины. И я думаю, что будет все хорошо, и мы вернемся в нормальную жизнь. Пока-пока. Привет, меня зовут Мартина. Мне 32 года. Я живу в Италии, в Альпах. И на карантине я изучаю русский язык. Каждый день я делаю домашние задания. Я работаю в огороде. Я играю с моими детьми, и я играю на виолончели, потому что это моя работа. Вот. Пока. Что я делаю в карантине? Очень хороший вопрос. Я играю на гитаре, и я пою песни группы кино. Я готовлю плов. Я изучаю русский с Макс. Всем привет, привет, Макс, меня зовут Расл, я с канала, и во время карантина я, к счастью, работаю. Я сейчас разрабатываю сайт для этого маленького книжного магазина, это очень приятная работа, особенно сейчас, потому что я тут один, и поэтому очень безопасно во время коронавируса. И, кроме работы, мы с женой просто гуляем по городу, в принципе, делаем все, что мы хотим, стараемся не контактировать с людьми, когда можно. И да, в целом все хорошо, надеюсь, что с тобой, Макс, все классно. Спасибо тебе огромное за такой идеальный подкаст, он мне невероятно сильно помогает с изучением русского языка, и очень благодарен. И желаю всем всего самого хорошего, оставайтесь безопасны, пожалуйста. И да, так что пока! Друзья, я хочу еще раз вас поблагодарить за все эти прекрасные видео. Это было реально круто. Спасибо вам большое. Скоро выйдет вторая часть. Я получил очень много откликов, очень много ваших видео, поэтому я сделаю 2 части. До встречи в следующем видео. Пока-пока.